Представители знака зодиака Телец. Здравствуйте, мои дорогие любимые тельцы. Что спешит в вашу жизнь? Таро расклад, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 21 по 27 апреля. У многих из вас уже дни рождения, поэтому я и вас поздравляю. Давайте узнаем, что же или кто спешит в вашу жизнь, с чем это будет связано. Возможно, это как новость или информация, а возможно и человек какой-то спешит в вашу жизнь. И достанем карты как знаки судьбы. Что вам на эту неделю хотят передать высшие силы? Что вам нужно учитывать или на что обратить внимание? Итак, давайте узнаем события ближайшего будущего. Неделя не такой большой срок, но я надеюсь, подсказки будут. И останемся, конечно, реалистами, потому что любой прогноз, расклад, личная история каждого из вас не расскажет. Прислушайтесь к подсказкам своего шестого чувства. Вот эту метафору карт, как бы вы рассмотрели, переложите на свою жизнь или на то, что вы хотите чем-то заняться или отправиться, может, какие-то вопросы согласовывать. Какие энергии вам будут помогать. Итак, смотрим. Смотрю я, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. И что же или кто спешит в вашу жизнь, мои дорогие тельцы? Пока не вижу совпадения, поэтому идем дальше. И я должна сказать, когда сразу вот не выпадают карты, да, не складывается как бы этот пасьянс, это может свидетельствовать о том, что спокойное течение жизни. То есть, ну, нет какой-то лихорадки. По крайней мере, может быть, какие-то дни, недели. Но у вас совпадают часы. И часы – это добрые перемены. Поэтому, ну, наверное, в связи с тем, что ретроградность у нас закончилась, когда планета Венера, это последняя уже Венера, да, планета, ретроградность длилась с прошлого года, с последних месяцев. И много вопросов могли, знаете, переплетаться в каком-то клубке противоречий. Но вот, наверное, после 13 апреля постепенно все встает на свои места. Я в это верю, по крайней мере. И что вам выпадает? Карта крест. И здесь двояко. Либо вы на чем-то можете поставить крест, или какие-то вопросы, словно нам их нужно решать по судьбе. Я могу как раз предположить, что какие-то темы отнюдь не новые, потому что крест – это действительно как по судьбе. Или тот вопрос, который вы решали долгое время. Вполне вероятно, в эту неделю возникнет с новой силой, или вам нужно будет с чем-то окончательно определяться. Ну, давайте продолжим, посмотрим, что у вас еще совпадет. А ведь и правда добрая перемена. Смотрите, солнце выпадает. И вот тот вопрос, который у вас возникнет, может быть, как тема номер раз на этой неделе. Скорее всего, вы будете уделять ему или этой теме внимание до конца 2025 года. И с этим именно будет связано еще и перемены. Смотрим дальше. Иногда эта карта может говорить о том, что вы отправитесь в какие-то инстанции делать важные согласования, подписывать важные бумаги, документы. Деньги будут, мои дорогие тельцы. Так, смотрим, что еще у вас совпало. Мы в нашем пасьянсе можем сложить крайние карты, как в рядах по горизонтали, так и по вертикали. Смотрим, что же еще совпало. Какие подсказки присутствуют еще. Продолжим картами Таро, мои дорогие тельцы. Но вот как знаки судьбы мы можем говорить, перемены буквально спешат на твой порог. И значит, с чем бы это ни было связано, очень обтекаемо. Но вот основные значения, вот посмотрите, их немного. Крест, словно мы говорим, по судьбе или какие-то инстанции, важные согласования или важные переговоры, которые будут вести именно к добрым переменам. Причем этому придется уделять активное внимание в течение
ну, как минимум 6-8 месяцев, но и одновременно получение денег. Вот основные как вехи, или что спешит вашу жизнь. Перемены, солнце, ну, деньги, понятно, и решение некоторых вопросов, которые я вижу отнюдь не на «вы». Может быть, порядок в чем-то вам нужно навести. Порядок в документах, например. Или пойти к чиновнику, понять, чтобы понять, точнее, как работает в отношении вас какое-то положение, какой-либо закон, или как правильно обустроить тот или иной вопрос. Давайте еще достанем карту. Так что же спешит вашу жизнь? С чем это будет связано? Это у нас будет первая карта. Знаки судьбы, как подсказки. Что вам нужно услышать? Принять во внимание. И к чему все идет. И первая карта, если мы сказали, что спешит в вашу жизнь и к чему все идет. То есть, как это будет продолжено. Что нам подскажут карты. И знаки судьбы, к чему опять же все идет, какое продолжение следует. Давайте тоже узнаем. И достанем две карты по основным сферам жизни. Это у нас достижения, работа, это документы и деньги. И вторая карта – это у нас личная жизнь и любовь. Что спешит вашу жизнь, мои дорогие? Вау! Два солнца. К вам может вернуться, как и какой-то человек. К вам может вернуться на доработку даже какой-то вопрос. И я не говорю, может быть, вам и не хочется этим вопросом заниматься. Тогда примите во внимание все то, что приходит действительно, или спешит, мы говорим, в вашу жизнь, что приходит в ваше личное пространство. Все, что вот связано, наверное, с тем, чтобы вы хотели согласовать, решить, и одновременно, что получается на этой неделе. Или какие вопросы сами словно выплывают, да, на поверхность. Вот это и будет для вас иметь огромное значение, потому что где-то это умещается и в добрые перемены, и одновременно в солнце. Это может означать, как навести порядок в некоторых вопросах, темах, документах, и это нужно сделать для чего-то. И вы ведь можете пока еще не видеть. А зачем мне этим заниматься? Ну, тогда карта вам будет подсказывать, даже две, которые по солнцу, этим совершенно необходимо заняться. Внести какую-то ясность, ведь солнце – это ясность. Может быть, вам и разобраться с какой-то темой придется. Вообще, должна сказать, больше жизненных сил. Опять же, ретро-Венера уже не ретро, а Венера ваша планета-управитель в прямом движении. И она вам помогает решить вопросы, которые связаны с благополучием. А благополучие – это у нас где-то и работа, и деньги. Ну, работа, потому что откуда-то ведь к нам приходят деньги. Может быть, этой части вашей жизни касаются вопросы, а у кого-то и вопросы личной жизни. Определиться, куда же я теперь иду. Давайте посмотрим, как знаки судьбы. Еще один старший аркан. Но тут нельзя торопиться. Какая-то детализация. Помните то, что вы сейчас подписываете, на что вы соглашаетесь. Вас этот вопрос будет интересовать, как я уже говорила, по аркану Солнца, или все же с арканом Справедливость, вас он может затянуть где-то на последующее решение в течение полугода. Поэтому думайте, что вы подписали, на что вы согласились, что вы хотите продолжать, а что вы хотите завершить. Вы можете стоять перед выбором. И все же по этой карте иногда проходит как закон кармы, причина и следствие. Я могу предположить, что действительно, как люди могут вернуться, или какой-то человек, может быть, и по работе, может быть, и в личной жизни. Сказать об этом сложно, потому что два старших аркана. Но у вас ничто не происходит просто так или случайно. Все имеет свой смысл. И не о спешке, отнюдь эта карта, а о детализации какого-то вопроса или четко понимание, как в отношении вас будет работать закон, если вы подписываете тот или иной документ. Какие перспективы вас ожидают в будущем. Будьте прозорливы, мои дорогие тельцы, потому что видеть как минимум на пару шагов вперед для вас будет очень важно. И все то, что не запрещено законом, оно как бы позволено. Поэтому, с одной стороны, эта карта дает большие возможности и силы, да, эти, точнее, две карты. Но вторая карта говорит, будет неплохо,
если у тебя будет какой-то запасной обходной маневр, или когда ты можешь с кем-то договориться, или когда ты можешь отступить полшага назад и не взять на себя каких-то, к примеру, долговых обязательств. Почему нет? Потому что тут вот сдачей обязательств каких-то или на себя принятие обязанностей или подписание важных документов, тут нужно быть предельно внимательным. И если мы говорим закон причины и следствия, все же эта карта часто говорит, мы говорим, у вас крест тем более выпал. Если мы прежде сделали что-то хорошо, то теперь пространство нам откликается, пусть через помощь других людей или руками других людей. И значит, мы получим какую-то поддержку или более, ну так, уверенно и спокойно, может быть, с душевным спокойствием решим тот или иной вопрос. Но если мы оставили позади себя некоторые темы, в которых мы наследили, то тогда мы тоже вынуждены подводить какие-то итоги и с чем-то разбираться в одиночку. И есть такой момент. Поэтому и впредь-то вот именно с учетом этой позиции вам нужно быть очень внимательным. Но давайте откроем, к чему же все идет. Что такое Солнце? Еще один старший аркан. Отшельник – это не про любовь, понятно, да? Но отшельник – это философская карта, это когда мы выбираем самих себя, свой жизненный путь. Имеется в виду ваше личное дело, ваше личное творчество. Или вы хотите заниматься только той работой, или в той, может быть, должности, и вы будете искать варианты, как добиться именно своего, то, что вы представляете, или то, что просит ваша душа. Потому что отшельник, несмотря на то, что у вас даже деньги выпали, кстати, не деньги тут важны, потому что по отшельнику это сама либо идея важна, либо как вот деньги, это только способ, один из способов взаимодействия с миром. Но есть еще и другие такие качества, которые деньгами не измеришь. Может быть, это искренняя любовь, искреннее отношение у кого-то так, все же рядом аркан Солнца, и вы будете делать какие-то выводы. И я не могу дать однозначного какого-то совета или ответа, поскольку старшие арканы. И у кого-то это наоборот может проиграться, как вы примете важное решение, может быть, по части личной жизни, и, допустим, будете что-то продолжать, но при этом все равно вы будете добавлять как бы своего какого-то маневра. Или вы захотите продолжать свое творчество, или продолжать какую-то тему, которая лично интересна вам. Но то, что вы можете принять какое-то соломоново решение, вот это я допускаю. У кого-то подобное по работе. Потому что тут тоже вы можете прийти к выводу, что нет, мне нужно что-то совершенно другое. Но, может быть, обстоятельства пока вынуждают не бросать эту работу и для себя рассматривать какой-то вариант, а вдруг что-то меняется. Вот у вас с учетом, тем более аркана справедливости, я только что об этом сказала, увидеть на пару шагов вперед. И вот отшельник, он идет медленно, чтобы рассмотреть как раз вот эти все детали. Или, поторопившись себе, не навредить. Есть то, что очень важно, и вы можете это буквально чувствовать. К вам, мои дорогие тельцы, могут обращаться за советом, но вы тут немножко будете сами по себе. Я даже могу предположить и такой момент, что вы словно устали от людей или устали от какой-то многозадачности, к чему все идет. Может быть, еще и проект, да, который буквально спешит в вашу жизнь, или ваша какая-то задумка. Рассчитывайте сами на себя. И тогда вот эти два аркана нам говорят, да, это есть тот путь, и какой-то он солнечный, как новое качество жизни. Но тогда, телец, тебе придется рассчитывать на самого себя. Потому что вряд ли тут кто-то придет тебе на помощь. Увы, мои дорогие, два аркана об этом. Ты можешь что-то осуществить. Ты тут даже свою жизнь можешь на 180 градусов, ну, как-то изменить. Измените себя. И вообще заниматься тем, к примеру, чем тебе нравится, или отправиться туда, куда бы ты всегда хотел, или если это по части личной жизни, значит, тоже какой-то важный выбор. Но все равно какой-то период, как или одиночество, или когда этот проект ваш, он будет целиком и полностью зависеть от вашего желания. Поэтому вы одновременно себя еще и должны уметь защищать. В каком плане?
не навредить какой-то поспешностью, потому что отшельник это не есть. Вот тут хоть нам и на карте изображена девушка, которая сидит, да, в виде отшельника и смотрит куда-то так отрешенно вдаль, но все-таки отшельник он идет, он медленно, но движется, потому что он должен все рассмотреть. И часто в классических колодах Таро отшельник идет с фонарем. Здесь фонаря нет, здесь нам просто как свет внутри тебя самого, да, подсвечена сама по себе фигура. Но прообраз этого фонаря или света – это интуиция. Слушайте подсказки своей интуиции, к чему все идет. Что-то сложно даже предугадать или просчитать, хотя для кого-то из вас я могу такое предположить вполне, мои дорогие тельцы, что вы на что-то согласиться можете, потому что у вас вот этого самого маневра, ну, как будто или нет, или он недостаточно в широком диапазоне. И вы побоитесь что-то упустить и примите себе, по крайней мере, можете принять, что да, я сейчас буду этим заниматься, и словно дадите себе зарок, но и остальное я буду тоже какое-то свое, либо направление, либо цель, либо идею какую-то продвигать одновременно. Вот как будто пытаться и двигаться, и в то же время быть у самого себя на уме. Ну, вот так вот у вас выпадает. Давайте посмотрим, к чему же все идет. Аркан справедливость, влюбленные. А тут ведь правда какой-то выбор. Выбор может быть по части и личной жизни, а у кого-то это может быть и выбор по работе. Хотя вот в этой колоде все же здесь нам о личной жизни. Тогда примите во внимание. Аркан справедливости – это аркан надежности, это аркан и дипломатии, но еще и важных согласований, бумаг, когда буквально что-то мы прописываем в документе, и нас по закону это бережет, охраняет. Или вы устраиваетесь на работу, или вы хотите осуществить новый вид деятельности. Значит, узнавайте, как в отношении вас буквально работает закон. Будьте прозорливы и внимательны. В этом знак судьбы. Вот этот аркан, тогда высшие силы вам хотят сказать. Ты не можешь делать на авось или думать, что «а потом разберется». Нет, тебе, телец, нужно просчитать все, и тебя буквально должен закон охранять. В каких случаях охраняет закон? Когда мы правильно составляем документы. И то же самое где-то в отношениях. Если отношения к чему-то идут или развиваются, значит, их нужно оформлять, может быть, и юридически. Вы в чем-то должны быть уверены. Не должно быть у вас вот какой-то зыбкости, мои дорогие. Вы обязательно в эту неделю должны для себя с чем-то определиться. И, может быть, карта еще и говорит, к чему все идет. Вот этот выбор. Ты еще перед ним будешь стоять не раз. Но, как и искусство мелких шагов, тебе даст возможность для маневра и одновременно что-то просчитывать каждый раз. Причем каждый раз просчитывать, задавая себе вопрос, а если я останусь один на один с какой-то проблемой, по крайней мере, перед тем, как согласиться на что-то или даже куда-то отправиться. Здесь какая-то очень правильная, грамотная стратегия и тактика, и у вас столько важных позиций умещаются в одну неделю. В этом и подсказки, да, как знаки, можно сказать, судьбы и возможности, по сути дела, которые спешат в вашу жизнь. Но сделать это нужно как-то очень красиво, элегантно, в согласии с законом. У вас 4 старших аркана. Это еще о чем? Что ваша жизнь или ваши намерения и цели могут, по крайней мере, зависеть от взаимодействия с людьми, раз, от взаимодействия с законом, два, и с какими-то внешними обстоятельствами, три. Здесь надеяться на себя нужно, да, но и при этом быть мудрым вот этим философом, отшельником, понимая, что людей мы не изменим, людское мнение мы не изменим, а обстоятельства мы на них не влияем. Поэтому какую-то свою адаптацию я такое могу предположить. И как организация вашей жизни совершенно по-новому. И правда, тут вот этот самый Его Величество выбор вы можете делать. Но, значит, у вас должно быть все как в согласии с законом. Карта Император. Вы можете столкнуться с тем, что вы куда-то отправляетесь в высокие инстанции. Это у нас сфера достижений, работы, у кого-то учебы. Кстати, по аркану Император проходит и образовательные учреждения.
Может быть, это как ваши инвестиции в самого себя. Я должна сказать, что это будет очень благотворно, благоприятно для вас. И у кого-то банально, кто-то на права хочет сдать, кто-то язык выучить, а кто-то обрести профессию или просто какой-то навык, скилл, ремесло, чтобы быстрее суметь работать. Это мы можем сделать быстрее. Нам не нужно сидеть годами в университете и что-то учить, да, переложить вам нужно на практику. И вот эти самые согласования, или вы будете ходить, может быть, по этим самым каким-то учреждениям, что-то узнавать, или, может быть, и посредством интернет, но все равно я вижу для вас здесь общение с какими-то персонами, которые могут быть как и представители законной власти или буквально закона, чиновники. Это те люди, которые обладают некоторыми рычагами влияния, и вам вполне возможно придется еще и где-то договариваться, потому что именно вы хотите увязать какой-то свой вопрос, чтобы это плясало, мы говорили, и с законом, или еще и с вашим намерением. Люди могут быть сложные, по императору проходят люди жесткие. Мы говорим, император, есть два мнения, мое неправильное, может быть, вам придется с такими императорами договариваться, но это карта, опять же, ресурсности. Может быть, эта карта еще и говорит, это у вас возможность изменить статус. А может быть, это будет и изменения в личной жизни, которые будут тоже где-то сопряжены и с хождением по разным инстанциям, и одновременно со сменой статуса. И это я тоже допускаю. Давайте посмотрим, что же в любви и в личной жизни. Вот интересный, мои дорогие, расклад. Тельцы, не упустите, правда, какой-то момент. Мы ведь можем расслабиться, ничего не делать и думать, о, ну все, тут что-то вернулось или пошло на подъем. А на самом деле колесо фортуны такая зыбкая почва, да, колеса. Всегда предусматривается цикличность, потому что фортуна – это вроде удача. И, ну, есть удача на этой неделе, правда. Но это не то, что приходит само собой. А это, да, те возможности, которые вам нужно ухватить, зацепить, а потом еще и дважды удержать. И тогда вот это все заканчивается победой. И, конечно, это победа жезлы. Дело работы, бизнес и деньги нам где-то об этом показали. И пусть личная жизнь, хоть мы больше ее ассоциируем именно с любовной историей, но все же это еще и сфера может быть именно ваших достижений, согласований. Может быть, это согласование с бизнес-партнерами или с какими-то зависимыми ситуациями, от которых вы, например, зависите от каких-то людей, и вам нужно для себя решить какой-то вопрос. Суметь договориться, вот договариваться придется. Но здесь я могу предположить, что вы все-таки сделали что-то очень хорошо и правильно. И на этой неделе, вот как подсказка высших сил, вы, мои дорогие тельцы, понимаете, зачем вам нужно было пройти какой-то сложный путь. Перед вами как пространство, знаете, вот что спешит в вашу жизнь. Тут действительно какая-то радость, удача, возможность, добрые события спешит на ваш порог, спешит в вашу жизнь, какой-то победе, шестерка жезлов. Посмотрите, лавровый венок. Но даже по этой карте мы не можем оставить все как есть. Мы должны удерживать эту победу. И как только мы так вот спустим на тормоза, все может пойти наперекосяк, об этом тоже говорит карта. Поэтому все контролировать. Но контроль не имеется в виду жесткий, как у императора, а такой, наверное, как у императрицы. Это ближе уже к вашей карте, мои дорогие тельцы. И она великий дипломат, она умеет обойти острые углы, она умеет себе не навредить. Вот и вам по какому-то такому фарватеру придется делать, как и выбор, и с чем-то определяться. Я это вижу так, потому что возможности спешат буквально в вашу жизнь. И не думайте, что, повторяюсь, эти возможности будут идти до бесконечности. Не всегда это повторяется вновь. А может быть, вот как птица Феникс, да, для кого-то из вас нужно возродиться даже буквально из пепла. Может быть, у кого-то сейчас сложная ситуация. Значит, то, что вам посылает судьба, какую-то возможность, не откажитесь от нее. Рассмотрите, по крайней мере. Будьте вот этим мудрым отшельником, да. Не замечтаться будет очень важно. Но и не откажитесь, если это какой-то единственный вариант или единственный случай, да. Тут ведь у каждого своя ситуация. Но я даже вижу, что тут можно выйти как с одной стороны и сухим из воды, если вы делаете все правильно по закону, и, может быть, даже нивелировать какой-то конфликт.
я это вижу. И неважно, какая ситуация по работе или по любви. Ну и проложить еще какую-то уверенную дорожку в будущее. Все же два солнца. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.